Христос воскресе! Вы на канале Денис у микрофона. Мы продолжаем говорить о религиозной ситуации в Украине, рассказывать всему миру. Благодаря вам люди из разных стран могут знать, что происходит. Они читают все эти профессиональные субтитры на английском, которые мы делаем. И если вы считаете, что это важно доносить до каждого, неважно где он живет, пожалуйста, участвуйте в сборе в комментариях. Сегодня поговорим с вами о тех людях, которые стоят под лаврой. Я время от времени смотрю трансляции Пятого канала, и каждый раз они умеют меня удивить. Вот, пожалуйста, одна такая достаточно интересная женщина со своими взглядами. Святині, після кацапів, я не думаю, що там щось осталось із святих. Там, мабуть, якісь маньяки вбивці лежать. Перевірили, вони мають досконалі якісь, вони ще будуть перевіряти. Хорошо. Говорит, да нет там уже святых, какие-то там воины, какие-то там завоеватели лежат, воины-убийцы. Хотя тут же вот ее коллега, такая же активистка, но, наверное, имеющая другие взгляды, с ней не соглашается, говорит, да все там нормально, комиссия просто должна проверить. И, как вы понимаете, это еще не все, не ради этого фрагмента я все затевал. Потому что дальше эта женщина продолжает развивать свою просто невероятную по своей глубине мысль. Є, дивіться, світ мертвих і є світ живих. На самом-то деле, пойміть, світ живих должен бути, от ми должны тут бути, пардон, так всі. Кохати друг друга, не вбивати, а кохати всі на світі, жити. І є світ мертвих, він должен бути упокоєн. Це ненормально, коли мощі на обозрінні. Ленін тут валяється на обозрінні. Це ненормально. Вони повинні бути упокоєні, захоронені. По-любому, святий вони чи не святий. Святые, не святые, давайте всех захороним. Ленина нужно и святых. Но при чем тут Ленина и какая вообще связь Ленина и святых, я не понимаю. Но вот здесь большое такое вот непонимание людей, что же происходит. Ведь эти люди, они живы и живы перед Богом. Именно поэтому мы можем в молитве просить их, моли Бога о нас. Именно поэтому мы можем просить и их заступничества, и их святых молитв. И это важная часть православного вероучения, это важная часть православного образа жизни, но для нее это все не нужно совершенно. Как вы понимаете, если ты не можешь это объяснить для себя, то стоит об этом забыть. И давайте просто все эти мощи захороним, уничтожим. Для кого-то это музейные экспонаты, а для кого-то тоже такие вот рудименты, которые должны быть убраны. И она продолжает развивать свою мысль. З 5 років я більше тут і не була. Із-за цих мощей, тому я дитина не могла цього зрозуміти. Бачите, Чому? ти казала, Бачите, з 5 років. Чуєте, я... І Ленін тут, це сакральність. Це сакральність, вона ненормальна. Сакральность это ненормально. Сакральное нам не нужно. Что ж такое сакральность, спросите вы? Ну, очень легко посмотреть в словаре, тем более сейчас, когда нам не нужно идти в библиотеку, искать книги. Мы можем просто вбить там в Google или каким поисковиком вы пользуетесь и прочитать. Вот, пожалуйста, сакральное, священное, посвященное Богу. В широком смысле все имеющее отношение к божественному, религиозному, небесному, потустороннему, иррациональному, мистическому, которое отличается от обыденных вещей, понятий явлений, есть сакральное, есть профанное. И вот сакральное, оно святое, оно особое. И вот этой женщине, ее, вот так сказать, коллегам, сакральное ничего не нужно. Не нужно, это нужно убрать. И вы поймите ее логику. В 5 лет я пришла в Лавру первый и последний раз. Я совершенно ничего там не поняла. И вот с тех пор я не пытаюсь понять, я не пытаюсь развиваться, я мыслю как 5-летний ребенок. Ну и, конечно же, давайте все сделаем так, чтобы не было понятно. Понятно, как 5-летнему ребенку. Печально, печально на все это смотреть. И, похоже, такое поведение даже удивляет ее коллег-активистов, в кавычках, безусловно. Но это еще не все. Похоже, Пятому каналу реально скучно. Они уже не знают, у кого там взять такое вот интервью. И начинают по 3-му, 5-му разу подходить к нашим старым добрым героям. Может быть, не очень добрым. Вот тот самый Чингачгук, который, правда, стал вести себя гораздо приличнее, но интеллектом тоже не блещет. Гинуть скільки людей. Давайте коротенько постежимо за тим, що нині відбувається поруч. Будемо робити короткий вже підсумок цієї частини етеру. Стара тут на тлі. Обмін бійця додому! Попа на обмін бійця додому! Попа на обмін бійця додому!
Причем, заметьте, быстренько о нем забывают, когда там кто-то оказывается громче, ярче и начинает просто-напросто кричать. Ну и, конечно же, зачем нужны все эти люди? Вот давайте-ка снимать экшен. Это еще не все. Там, оказывается, было сегодня не скучно, а туда пришел человек с бандурой. Стоїть явір над водою, захитає головою. Нет-нет, это было не то, о чем вы подумали. Это были не... Состязание роботов, гитаристов, гитаристов, гитаристов. Вертер, это интересно. Еще думай. А просто-напросто человек из местной бандурной капеллы, который нам сыграл несколько мелодий, он еще делился своими мыслями. У него, к сожалению, дефект речи, он разговаривает и достаточно сложно уловить мысль. Но, в общем-то, я, конечно же, прослушал. Основная суть его послания: давайте-ка вот этих выгоним, а других туда пустим, а вообще государство будет все контролировать. Но не будем об этом. Все тут понятно. Понятно, чего эти люди хотят. Ну и тут же, конечно, журналисты так воодушевились, журналисты в кавычках, безусловно, воодушевились, мол, такие мелодии, тут люди плачут, тут люди радуются, а может быть еще что-то такое вот значимое можно сыграть, например, гімн. Мелодії, наприклад, а можливо гімн вмієте, чи щось такі, якісь мелодії. Я хіба що можу акапельно, якщо зараз подумати. Давайте спробуємо. Тобто зараз, якщо гімни... Ще не мерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. А гимн почему-то не смог, пела капелла, и с ним пели все эти активисты. И интересно наблюдать не только за Юрком, именно так он представился, но наблюдать и за теми людьми, которые стоят рядом с ним. Як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Заметьте, практически по стойке смирно стоят, все как в том старом добром мультике «Следствие ведут колобки». При звуках флейты теряет волю. Но тут без флейты, тут просто-напросто акапельное исполнение гимна, даже на бандуре не подыграл. Может быть, это стоит использовать? Может, стоило запеть гимн тогда, когда вся эта толпа бежала за блаженнейшим митрополитом Ануфрием, чтобы они стали там по стойке смирно и не кричали свои вот те отвратительные тексты, которые кто-то не очень умно им написал. Вы видите, кто противостоит верующим Украинской Православной Церкви. Вы видите, куда все это идет. И мы понимаем, что в любом случае врата ада не одолеют Христовой Церкви. Ну а мы продолжаем говорить о том, что происходит, и доносить правду до каждого, кто хочет ее слышать. Подписывайтесь на канал. Денис у микрофона, и до скорой встречи.